Представьте себе, за одну ночь удача улыбается вам. Возможно, небольшой вклад, сделанный по вере, взрывается за пределами любых человеческих расчетов. Дело, которое прежде было побочной занятостью, начинает переливаться через край изобилием. Или, может быть, ниоткуда приходит наследство, то, чего вы никогда не ожидали, не просили и не верили, что это может найти дорогу к вам. Это ощущается как нечто божественное, не так ли? Чудо внезапного богатства. Прикосновение неожиданного Божьего благословения. Вы стоите в благоговении, наблюдая, как растут цифры, как открываются двери, как руки судьбы поднимают вас на более высокий уровень. Но позвольте сказать вам святую вещь: не каждая открытая дверь – это приглашение. Иногда то, что кажется чудом – испытание. Иногда то, что выглядит свободой – это гравитация, невидимый вес, притягивающий каждый взгляд, каждое сердце, каждую голодную душу к вашему новому миру. Останьтесь со мной до конца этого послания, потому что я открою не только то, как не потерять внезапное благословение, но и как сохранить его, умножить и защитить в тишине. Вы поймете, как дисциплинировать свое сердце, управлять эмоциями и построить духовную и материальную структуру, которую невозможно поколебать. Это не просто учение, это завет понимания. Тайна наследия, которую очень немногие применяют, и именно потому, что столь немногие идут этим путем, они теряют то, что им однажды было дано. Итак, позвольте спросить вас, дитя мое, почему те, кто быстро выигрывает, быстро и теряют? Почему внезапное изобилие часто оборачивается тихим разорением? Почему те, кто однажды называл это чудом, позже называют это ошибкой? Эти вопросы предназначены не для мира. Это божественные вопросы, тайны духа и сердца. Ибо всякое благословение несет тень, всякая жатва несет требования. Вы сейчас в Доме Божьем. Нажмите сейчас на «Нравится», чтобы продолжать получать наши видео, которые будут благословлять вас каждый день. Мы живем в мире, который учит тому, как побеждать, но не учит, как удержать то, что ты выиграл. Все учат искать богатство, но почти никто, как его сохранять. Тысячи голосов говорят о достатке, но очень немногие о структуре. Потому что истинно неудобно. То, что кажется благословением, может обернуться казнью. Когда вы получаете внезапное богатство без духовной подготовки, вы становитесь видимыми для сил, что прежде спали. Просыпается жадность. Поднимается зависть. Глаза тех, кто раньше вас не замечал, теперь следят за каждым вашим шагом. Богатство раскрывает не только ваш успех, оно обнажает ваши слабости. Поймите, дитя мое, вы не тот, кого богатство превращает, вы тот, кого богатство раскрывает. Богатство усиливает ваши привычки, желания, импульсы, иллюзии. Оно выносит наружу то, что было скрыто в сердце, и проецирует это в мир. Если сердце дисциплинировано, богатство умножает благословение. Но если сердце безрассудно, богатство умножает вашу боль. В этом божественная ирония процветания. Оно не создает ваш характер, оно усиливает его. Вот почему я говорю вам сейчас, тишина – это преимущество. Каждое слово, сказанное от возбуждения, это семя, рассыпанное по ветру. Каждое хвастовство, каждый образ, каждый показ успеха – это сигнальный костер для тех, кто ищет отнять то, чего не сеял. Ваше благословение не для демонстрации, а для попечения. А попечение требует рассудительности. Величайшее богатство не шумно, оно тихо. Оно движется без шума, благословляет без объявлений, умножается без аплодисментов. Есть закон, скрытый в божественной мудрости, закон гравитации в благословении. В тот момент, когда удача улыбается вам, гравитация усиливается.
Люди начинают вращаться вокруг вашей жизни, одни с чистыми сердцами, другие с тайными намерениями. Одни придут, чтобы благословить, другие, чтобы просить, третьи, чтобы высасывать. Вас испытают на верность, на развлечение, на терпение. Те самые, кто когда-то вас игнорировал, явятся с улыбками и историями. Они будут говорить языком дружбы, но их глаза выдадут голод. Они будут голодать не по вашей компании, а по вашей доле. И здесь начинается эмоциональная война между союзниками и просителями, между благодарностью и виной. Вы почувствуете напряжение между желанием помочь и необходимостью сохранить. Вы будете колебаться между щедростью и мудростью. Это, дитя мое, истинное поле битвы процветания. Не зарабатывание, а удержание. Не получение, а сохранение. И эта война ведется не мечом, она ведется тишиной, законом, структурой и дисциплиной. Бог дает вам богатство не для того, чтобы обнажить вас, но чтобы испытать вашу готовность к большей власти. Благословение внезапной удачи не завершение, это посвящение. Это божественный сигнал, что пришла ваша жатва, но также и вопрос, сможешь ли ты нести вес собственного благословения. Хочу, чтобы вы ясно это представили. Человек за ночь получает виноградник. Лоза спелая, урожай обилен. Но у него нет ни инструментов, ни работников, ни оград. Что происходит? Виноград гниет, приходят воры, земля размывается. Виноват был не виноградник, виновата неподготовленность. Точно так же, когда приходит изобилие, если ваши внутренние стены слабы, внешние падут. Итак, я снова спрашиваю, готовы ли вы к своему собственному благословению? Вы духовно и эмоционально структурированы для чуда, о котором молились, потому что изобилие без дисциплины – это проклятие, замаскированное под благоволение. То, что выглядит победой, со временем может стать казнью. Позвольте показать вам нечто божественное, чему почти никто не учит. Богатство без тишины – это нестабильность, богатство без структуры – хрупкость, богатство без веры – идолопоклонство. Божье процветание никогда не безрассудно, оно упорядочено, намеренно, сбалансировано. Истинное процветание не спешит, оно пускает корни. Оно строит наследие, а не шум. Вы думаете, что обрели свободу, но на деле вы обрели гравитацию. Свобода – не отсутствие пределов, а владение ими. Свободны остаются те богачи, кто не порабощен собственным образом. Те, кто понимают, истинная мера процветания – мир, а не аплодисменты. Скажу прямо, сама удача – не ваш господин, а ваше поручение. Вам доверили, а не короновали. Теперь вы – хранитель завета между прошлыми молитвами и будущими. Поколениями. Ваше богатство – не случайность, это семя провидения, призванное испытать вашу способность умножить его для царства и для вашего рода. Удача – не медаль вашей победы, а поле боя вашего характера. И Бог пристально наблюдает, сохраните ли вы сердце, или будете шествовать с добычей на показ, будете строить в тишине или искать одобрение. Потому что первая дорога ведет к постоянству, а вторая – к потере. Помощники на вашем пути – тишина, закон, структура и дисциплина. Противники – показуха, зависть, долги и импульс. Мир празднует громких, но небо вознаграждает мудрых. Царствие Божие продвигается в рассудительности, его сокровища скрыты от гордых и открыты смиренным. Если вы желаете сохранить свое чудо, научитесь священному ритму попечения. Недостаточно иметь богатство, нужно научиться быть богатством, воплощать устойчивость, мир и божественный порядок. Бог благословляет сердце, которое не хвалится, ибо в смирении Он поручает большее.
Так вспомните эту истину, начиняя этот путь. Тишина – ваше преимущество, а рассудительность – ваш щит. Те, кто умеет защищать святое, наследуют больше святого. То, что начинается как чудо, должно стать системой, а то, что начинается как удача, стать наследием. В следующей части я открою, как происходит эта трансформация, как внезапное богатство можно укоренить в вере, превратить в структуру и умножить в судьбу. Но прежде держите в сердце одну священную фразу: «Не всякая открытая дверь – приглашение». Потому что некоторые двери – это ловушки, замаскированные под возможности, а некоторые благословения – всего лишь испытания, облаченные в золото. Останьтесь со мной. То, что вы сейчас узнаете – не обыденная мудрость, а божественная архитектура. Вам может казаться, что этот сценарий редок. Это не так. Среди тех, кто сейчас смотрит это послание, многие уже коснулись краев божественной удачи. Кто-то держал в руках выигрышный билет. Кто-то сделал правильный ход в крипте в идеальный момент. Кто-то видел, как его маленькая компания взорвалась за 1 год. А если этого еще не случилось, слушайте внимательно, ваш момент придет. Но вот скрытая истина: те, кто наталкивается на богатство случайно, редко его сохраняют. Чем быстрее они восходят, тем быстрее падают. Чем больше получают, тем меньше понимают, как это защитить. Потому что без веры, структуры и тишины даже величайшее благословение становится испытанием на разрушение. Исследования, истории и священная мудрость сходятся в одном: те, кто поднимаются за ночь, к рассвету часто рушатся. Посмотрите на статистику победителей лотерей. Через несколько лет большинство из них не свободны, а скованы. Не благословенны, а сломлены. Они теряют мир, браки, друзей. Их сердца, некогда полные благодарности, становятся беспокойными, подозрительными и пустыми. Они думали, что деньги заглушат их боль, но деньги лишь усилили ее. Они верили, что изобилие исцелит их сердце, но без дисциплины оно лишь выявило трещины внутри. Они стали богаты в цифрах, но бедны в мудрости. Чем быстрее они поднимаются, тем быстрее падают. Потому что они принимают благословение за пункт назначения, в то время как на деле это начало испытания. Обетование богатства никогда не является концом пути, это открытие ворот к новым обязанностям. И тех, кто не обучен попечению, пожирает их собственная жатва. Не обманывайтесь, дитя мое. Деньги не решают все, они все усиливают. Они берут то, что в вашем сердце, и рисуют это на небосводе. Если ваше сердце в мире, деньги усиливают мир. Если ваше сердце хаотично, деньги усиливают смятение. Разрушает не деньги, рушится неподготовленное сердце под тяжестью благословения. Так поймите эту божественную истину. Проблема не в том, чтобы выиграть, проблема в том, чтобы сохранить. Битва не за получение, а за продолжение. Это секретное оружие, которым многие пренебрегают, но именно оно – фундамент вашего наследия. Позже я покажу вам законы, которые берегут богатство, законы тишины, структуры, щедрости с пределами и дисциплины стратегического попечения. Но сначала почувствуйте тяжесть этой истины. То, что приходит быстро, может исчезнуть еще быстрее, если вы не якорены верой и божественным порядком. Макиавелли однажды сказал: «Кто становится князем лишь благодаря фортуне, царствует лишь пока она благоволит». Разве можно яснее? В нашем мире это переводится просто: если вы не вырастили дисциплину, которая строит богатство, удача растворится быстрее, чем вы успеете ее потратить. Потому что то, что Бог дает по благодати, все равно должно удерживаться структурой. Провидение открывает дверь, но только подготовка удерживает ее открытой.
Позвольте нарисовать символический образ – видимая корона и невидимая крепость. Видимая корона привлекает взгляды, зависть и противление. Она красиво сияет, но также помечает вас как цель. Невидимая крепость, напротив, это безопасность, мир и долговечность. Это дом тех, кто строит без показухи, процветает без спектакля, благословляет тихо и копит сокровища на небесах. В Божьем Царстве невидимое сильнее видимого. И все же мир давит: опубликуй это, говорят они. Покажи. Объяви. Носи. Но те, кто кричат о своих победах, приглашают завоевателей. Каждый образ излишеств, который вы выставляете, приглашает молчаливый суд. Каждое хвастовство – это сигнал для тех, кто желает вашего падения. Современный мир путает видимость с властью, но в истине самые сильные – те, кому больше не нужно быть видимыми. Слышите два голоса внутри? Один шепчет: «Поделись». Покажи им свой успех. Пусть мир увидит, что сделал Бог. Но другой, древний, мудрый, святой, отвечает: «Умолкни». Защити святое. Не всякая победа для площади. Между этими голосами битва вашей судьбы. Потому что то, что вы решите раскрыть, может стать тем, что другие обратят против вас. В эпоху обнажения мы променяли благоразумие на аплодисменты. Но вот преображение, которое я прошу вас увидеть, в век видимости анонимность – новая броня. Жить тихо – не бедность, а мудрость. Оставаться невидимым – не слабость, а сила. Мужчины и женщины, которые действительно владеют всем, те, кто выглядит так, словно не владеет ничем, потому что им нечего доказывать. Они ходят в божественном изобилии без нужды в признании. Их богатство живет в порядке. В вере, в мире, не в представлении. Скажу вам истину, которую немногие дерзают произносить: величайшие богатства невидимы. Веру нельзя сфотографировать. Дисциплину невозможно выставить. Истинный мир нельзя выложить постом. Богатство, которое длится, строится внутри, а не показывается снаружи. Вот почему Божьи благословения часто тихи, а они растут в тайне. Писание говорит: «Когда молишься, войди я в комнату твою и затвори дверь, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Таков божественный закон. То, что растет в тишине, не может быть украдено шумом. Но мир будет искушать иначе. В момент, когда приходит благословение, восстает стремление: покажи им, что ты достиг. Вы почувствуете, как это горит в груди, желание выставить то, что прежде было скрыто. Сопротивляйтесь. Этот импульс – враг, переодетый в гордость. Каждый раз, когда вы выставляете на показ то, что должно оставаться священным, вы меняете устойчивость на одобрение. Вы обмениваете Божью благодать на человеческое признание. Я видел это снова и снова. Молодой предприниматель, художник, внезапный инвестор. Они начинают со смирения, благодарности и фокуса. Затем начинается шум, лайки, внимание, приглашение. Они начинают жить для чужого взгляда, а не для Божьей цели. Они забывают завет, который привел их туда. И постепенно то изобилие, что однажды их благословляло, становится их разрушением. Их отношения трескаются. Их мир испаряется. Их вера пустеет. Они просыпаются однажды утром, окруженные всем и пустые внутри. Потому что строили ради глаз, а не ради вечности. Понимаете теперь, почему невидимость – сила? Потому что она сохраняет вашу сущность. Видимая корона ослепляет, но невидимая крепость выстаивает.
Корона хрупка, ее можно украсть, разбить, вызвать к ней зависть. Но крепость вечна, построенная на дисциплине, запечатанная тишиной, укрепленная верой. Это место, где ваше благословение созревает в наследии. И все же здесь парадокс. Человеческое сердце жаждет признания, а божественная мудрость шепчет о воздержании. Это перипетия, поворот души. Когда вы понимаете, что истинное доказательство богатства не в показе, а в долговечности, что изобилие дано не для хвастовства, а для строительства, что ваше чудо предназначено не сделать вас видимым, а сделать вас ответственным. И потому, двигаясь дальше, держите эту истину. В век обнажения ваша величайшая защита – благоразумие. То, что невидимо, нельзя атаковать. То, что молчит, нельзя исказить. То, что скрыто в вере, невозможно отнять завистью. Помните это божественное уравнение – видимое – хрупко, невидимое – сильно. В следующей части я покажу, как превратить благословение в крепость, как построить духовные и финансовые структуры, которые сохраняют мир, умножают достаток и держат ваше чудо живым для поколений. Но прежде позвольте истине опуститься в глубину сердца. Ваше богатство не в том, что может увидеть мир, а в том, что способен измерить только Бог. Первый человек, которому вы должны рассказать, не друг, не кузен и даже не пастор, это ваш юрист. В тот момент, когда Бог позволяет изобилию коснуться ваших рук, голос мудрости должен прошептать «структура прежде праздника». Истинное богатство редко принадлежит, оно структурировано. Оно живет не на ваше имя, оно живет в слоях защиты, в священной архитектуре скрытности. Подобно тому, как царство управляется не лично царем, а законами, советами и управителями, сохраняющими его трон, так и ваше состояние не должно лежать обнаженным в ваших руках. Оно должно быть прикрыто, скрыто и управляемо через посредников порядка. Представьте юного князя, внезапно унаследовавшего царство. Народ радуется, земли открыты, корона сияет светим светом. Но советник, старец тишины и точности, склоняется и говорит: «Владыка, прежде чем сядите на трон, возведите стены». Молодой князь, полный рвения, может отмахнуться. Но позже он узнает: трон без крепости – приглашение к вторжению. Так и с внезапным богатством. Первая стена не эмоциональная, не духовная, не социальная, она структурная. Ваш первый акт благодарности – благоразумие. Юрист становится вашим современным управителем, толкователем сложных законов, строителем невидимой брони. Он говорит на другом языке, языке трастов, фондов и холдинговых компаний. Это не просто юридические термины, это современные аналоги древних ворот, рвов и цитаделей. Они скрывают ваше имя, но сохраняют вашу власть. Они маскируют вашу личность, но обеспечивают ваше влияние. Они позволяют править, оставаясь невидимым. Утвердим принцип глубоко: посредники сохраняют суверенитет. Мудрые не держат все напрямую. Они управляют через слои. Сам Макиавелли понимал эту истину: кто правит слоями, выстоит. Когда удача поднимает вас на новый уровень, первый ответ – не обнажение, а организация. Создайте дистанцию между собой и имуществом. Между публичной жизнью и частным состоянием. Эта дистанция – ваша защита. Помощники ясны: трасты, скрывающие имя, холдинги, укрывающие активы, сдержанные профессионалы, ценящие тишину выше прожектора. Это ваша тихая армия вокруг завета. По другую сторону восстают противники, любопытные, что суют нос, просители, маскирующие манипуляцию под привязанность, непрошенные иски, беспорядочное налогообложение, истощающие то, что предназначалось к умножению. Без структуры вы стоите нагим перед ними.
Но с дисциплиной вы движетесь невидимо, неприкосновенно, несломленно. Теперь слушайте цепочку священного действия, божественный ритм рассудительности. Во-первых, консультируйтесь с юристом не ради тщеславия, а ради видения. Во-вторых, определите юридические конструкции, трасты, холдинги, фонды, все, что закон позволяет построить как крепость вокруг благословения. В-третьих, сохраняйте публичную жизнь неизменной. Пусть внешний ритм не выдает внутреннее преображение. В-четвертых, стандартизируйте тишину, тренируйте привычки, траты и речь на умеренность. Смените карты, ограничьте покупки, маскируйте масштаб успеха. Чем меньше видит мир, тем больше сохраняйте мира. В этом ирония божественного процветания. Соседи будут думать, что вы живете скромно, а ваше влияние простирается дальше их воображения. Вы станете живой притчей о тихом богатстве, безмольным сосудом изобилия. Те, кто выставляет, притягивают, те, кто скрывает, выстаивают. Те, кто постят, теряют сон, те, кто планирует, наследуют мир. И затронем мирской совет, который часто ходит среди внезапно разбогатевших: никогда не увольняйся с работы. Звучит мудро, но мудрость не о страхе, а о балансе. Речь не о том, чтобы держаться за работу, а о том, чтобы держать инерцию. Если труд точит ваш ум, сохраняйте его. Если работа смиряет эго, продолжайте. Труд – не наказание, а духовная гимнастика. Православное сердце знает, праздность размягчает. Прилежание укрепляет. Притча учит, рука прилежных будет господствовать, а ленивый будет под данью. Труд держит сердце смиренным перед Богом даже среди изобилия. Праздность после внезапного богатства – начало эрозии. Ум, оставленный без цели, начинает гнить. Тело, освобожденное от усилий, становится беспокойным. Душа, оторванная от труда, дрейфует к суете. Поэтому не путайте комфорт с благословением. Человек, который продолжает трудиться после получения достатка, не глупец, он укреплен. Его труд становится поклонением. Его распорядок – защитой от гордыни. В божественном замысле есть баланс макро и микро. Магнаты строят империи последовательностью, и все же они встают на рассвете, учатся, планируют и действуют с той же дисциплиной, что и когда не имели ничего. Истинно богатые живут тихой строгостью, сохраняют дисциплину, породившую успех задолго после его достижения. А на личном уровне вам надлежит делать то же – просыпаться с целью, молиться с благодарностью, работать сосредоточенно и жить умеренно. Так изобилие остается плодородным, а не хрупким. Когда вы решаете снизить видимость, вы не отступаете, вы укрепляетесь. Вы строите то, что я называю крепостью нормальности. Для внешнего мира ничего не меняется. Для глаза соседа вы прежний спокойный человек, идущий скромно, живущий просто. Но за этим образом устанавливается невидимое царство, сеть структур, трастов, защиты законов, что покрывают ваш завет. Это божественный разум. Так дети света переживают детей века сего. Мир кричит: «Покажи успех». Но мудрые шепчут: «Охраняй его». Мир тратит, чтобы быть видимым. Верные строят, чтобы вечствовать. Вы скрываетесь не из страха, а по стратегии. Потому что все драгоценное в творении сначала было скрыто. Жемчуг в раковине, семя в почве, душа в плоти. Так сливаются вера и структура. Бог благословляет, вы строите. Провидение дает, вы защищаете. Благословение божественно, обслуживание человечески. И то, и другое свято. И то, и другое необходимо.
Поймите, дитя мое, это не паранойя, это подготовка. Духовный человек должен быть и практичным. Игнорировать структуру, искушать потерю. Мудрое сердце благодарит Бога не только словами, но и системами, что сохраняют Его дары. Итак, ваш божественный порядок, решение – снизить видимость. Действие – построить крепость нормальности. Результат – меньше целей, больше долговечности. Каждый шаг согласуется с небесным ритмом сохранения. Ибо даже в процветании смиренные ходят безопасно. И все же, даже при всех этих защитах, трастах, законах, тишине, остается опасность больше. Не извне, а изнутри. Потому что вы можете защитить состояние от исков, но не всегда от эмоций. Можно оградить активы от воров, но не от зависти своей или чужой. Итак, в завершении этой части примите и обещание, и предупреждение. Даже когда крепость стоит прочно, величайшая угроза все равно придет не от руки мира, а от человеческого сердца. В следующем послании мы выйдем на то поле, область эмоций, привязанностей и невидимых войн, которые начинаются, когда изобилие пробуждает любовь и зависть вокруг вас. Структуры защитят благословение, но только сердце защитит ваш мир. Когда вы богатеете, вы привлекаете не только возможности, вы пробуждаете голод. В момент, когда божественное изобилие опускается на вашу жизнь, нечто сдвигается вокруг. Это не всегда видно сразу, но начинается тихо. Меняется тон друга, тяжелеют ожидания родственника, а те, кто праздновали вашу веру, теперь шепчут, что ваш успех – случайность. Они скажут себе «ты мне должен». Скажут «без меня ты бы не справился». Это невысказанное поле боя процветания – место, где любовь встречается с присвоением, а благодарность становится рычагом. Вот великое откровение. Враг – не рынок, не налоговая система, не конкуренция. Истинная война – эмоциональная. Как только изобилие входит в вашу жизнь, вы вступаете в невидимую борьбу между сердцем и миром. Речь уже не о защите состояния от кражи, а о защите духа от манипуляций. Люди, которых вы любите, неосознанно могут стать теми, кто истощает вас. Их нужды, прежде невинные, становятся претензиями. Их привязанность, прежде чистая, становится условной. То, что было любовью, превращается в плен и цепь эмоциональная, а не железная. Это момент пробуждения, божественный переворот, где вы осознаете, величайшая угроза благословению не злонамеренность, а заблудшая любовь. Потому что любовь, смешанная с правом требовать, становится орудием рабства. Вы захотите давать, помогать, поднимать любимых. И да, щедрость свята, но когда она без управления, она разрушение, замаскированное под сострадание. Поэтому открою вам ныне золотое правило стратегической щедрости. Никогда не одалживайте семье и друзьям. Никогда. Не превращайте привязанность в договор. Не переводите любовь в обязательство. Заем превращает отношения в бухгалтерию, и когда платеж сорвется, как часто бывает, стыд поселится в должнике, предательство в дарителе, и узы, некогда святые, начнут гнить. Если кто-то из близких действительно в нужде, если это реальный форс-мажор, дайте один раз и ясно. Скажите «Я благословляю тебя этим», и мы больше об этом не говорим. Дарите только то, что можете отпустить без боли, и сразу обозначьте, что этот дар не несет будущих ожиданий и повторений. Такая ясность – не жестокость, а милость в чистом виде. Потому что, когда вы даете в рамках границ, вы сохраняете и свой мир, и их достоинство. Многие думают, что щедрость – это бесконечное давание. Но божественная мудрость учит иное. Даже Бог, будучи бесконечным, не льет дождь без сезонов. Он дает по времени, мере и готовности.
Давать без развлечения – не любовь, а потакание. А потакание разрушает и дающего, и получающего. Посмотрим, как это разворачивается на духовной карте вашей жизни. Скрытые противники в этой войне – вина и тщеславие. Вина шепчет «ты им должен». Тщеславие шепчет «они будут восхищаться тобой, если ты дашь». Оба – ловушки. Оба искажают чистоту сердца. Потому что цель – не быть восхищаемым, а быть действенным. Не казаться щедрым, а быть по-настоящему мудрым. Ваш помощник в этой войне – предел и ясная, твердая, одноразовая линия, которую вы проводите любовно и убежденно. Когда вы определяете эту границу, вы не строите стену, вы определяете порядок. Вы становитесь дарителем структуры, а взамен получаете отношенческий мир. Ибо то, что начинается с маленькой уступки, скоро становится паттерном эксплуатации. Те, кто просили робко, начнут ожидать. Те, кто благодарили, начнут требовать. Чем больше вы даете без границ, тем меньше уважают ваше «да», и тем сильнее ресент ваше «нет». Вот почему Писание учит милости с мудростью и милосердию без раболепия. Христианский князь, управитель божественного благословения, призван быть милостивым, но не порабощенным. Благотворительность – завет сердца, а не цепь зависимости. Давать свободно, отражать Божью природу, давать без конца, подражать человеческой слабости. Ирония здесь такова: вы думаете, что давая, приближаете людей. Но истина в том, что неуправляемая щедрость разрушает близость. Когда вы даете без порядка, отношения сдвигаются от сердца к руке, от связи к сделке. Сначала вы не замечаете, чувствуете себя благородным, нужным, даже героем. Но время обнажает искажение. Благодарность меркнет, ожидания растут, любовь становится торговлей. То, что было союзом душ, превращается в тихую ведомость долгов. Вспомните бесчисленные истории спортсменов, артистов и внезапных миллионеров, взлетевших к небесам славы, но пожранных требованиями любимых. Их поражение было не в расточительности, а в щедрости без границ. Они не умели говорить «нет». Их сострадание стало валютой, и жизнь, полная обещаний, превратилась в бездонную бочку чужой зависимости. Ладони, что аплодировали, стали ладонями, что брали. А когда источник иссяк, те же голоса начали осуждать. Поймите, дитя мое, это не призыв к холодности. Это призыв к равновесию. Вы не прекращаете давать, вы даете стратегически. С мудростью. С целью. С развлечением между помощью и потаканием. Ибо даже щедрость должна склоняться перед порядком. Вот божественная логика этой борьбы в действии. Цель – быть справедливым и добрым, почтить Бога, благословляя других. Препятствия – бесконечные требования, эмоциональное давление, манипулятивная вина. Решение – установить ясную, частную, но глубоко твердую политику. Последствия – вы сохраняете и людей, и активы. Вы остаетесь добрыми, не будучи истощенными. Вы защищаете мир, оставаясь отражением божественной милости. Это и есть искусство духовного лидерства – любить, не теряя себя, благословлять, не ломая границ. Ибо как только вы теряете центр, всякое отношение превращается в торг. Знайте также, эта битва испытает сердце сильнее любой финансовой бури. Вы почувствуете укол отвержения. Кто-то назовет вас холодным, далеким, эгоистичным. Но помните, вы не закрываете ладонь, вы охраняете сердце. Сам Бог ставит пределы не из жестокости, а из заботы. Он дает, но и удерживает. Он благословляет, но и дисциплинирует.
Этот баланс – божественный порядок, и вы должны ходить в нем, если хотите, чтобы наследие устояло. Когда вы действуете столь ясно, происходит удивительное. Манипуляторы уплывают, а они не могут жить без зависимости. Истинные, искренние, верные, любящие остаются. Они уважают границы, и связи, что выживают, становятся чище, тише, крепче. Пусть мир неправильно трактует вашу тишину, небо понимает вашу мудрость. Вы не эгоист, вы учитесь попечению сердца. Вы больше не слуга ожиданий, вы государь мира. Вы практикуете милосердие в согласии с порядком, щедрость, ведомую развлечением. И все же, даже когда мы возводим эмоциональные границы, остается последний враг, что разъедает царство изнутри. Он приходит не со слезами и похвалой, он приходит тихо, законно, обманчиво. Он растет под поверхностью, пожирая империи и семьи. Этот враг – долг. И туда мы должны идти далее, в тихие коридоры, где долг маскируется под возможность и где мудрые учатся видеть не глазами, а духом. Ибо последняя победа в вашем завете с богатством – не только приобретать и давать, но оставаться свободным. Долг с высокими процентами – тихий убийца. Сначала он шепчет вежливо, маленькие платежи, гибкие планы, подъемные цифры, но под вежливостью прячется хищник. Когда счетов много, пренебрежение кажется дешевым, разберусь потом, всего одна карта, я тяну ежемесячно. Но сложный процент бежит быстрее жадности. Он не спит, не прощает, не забывает. Он ест тихо, месяц за месяцем, пока ваше благословение, то, что Бог вложил, чтобы умножалось, не будет поглощено тем, что вы должны. Это один из самых опасных дисбалансов, входящих в жизнь новообогащенного. Внезапный достаток создает ложную неуязвимость. Вы думаете, что правило больше не для вас. Убеждайте себя, что поток денег не иссякнет, проценты ничтожны, долг временный. Но законы финансов подобны законам природы, они не склоняются ни перед человеком, ни перед чудом, ни перед оправданием. Они служат структуре и карают импульс. Долг – не только финансовое бремя, это духовный беспорядок. Он – внутренний бунт, тихий пролом дисциплины. Должен – значит, уже истратил завтрашний мир на сегодняшнее нетерпение. Живя в долге, вы не хозяин своего времени, вы – арендатор собственных вчерашних решений. Речь не о стыде, а о суверенитете. Вы не можете править царством, если казна в рабстве у процента. Вы не насладитесь наследием, если его плод уже заложен другому. Здесь начинается исправление дисбаланса. Прежде чем расширять царство, строить новые инвестиционные и доходные структуры, очистите внутренний двор, ваши долги. Мудрый не кладет золото в сундук с дырой. Он чинил бы сосуд первым. Он восстанавливает порядок, баланс, поток. Погашение дорогого долга не зрелищно. Это медленно, скучно, даже болезненно. Но это чистейшая форма гарантированной доходности. Подумайте, закрывая долг под 20% годовых, вы зарабатываете безрисковые 20% на капитал. Нет. Акции, фонда или бизнеса в мире, гарантирующих такой мир. Дорогой долг пожирает состояние быстрее вора, потому избавление от него – первый акт божественного попечения. И в финансовом, и в духовном смысле это очищение. Как пост очищает тело, а молитва – душу, так погашение долга очищает поток изобилия. Оно убирает шум, тревогу, невидимую цепь, что каждый раз дергает сердце при приходе счета. Вы можете не осознавать, но долг меняет походку, молитву, мысль. Он держит сердце чуть склоненным, веру чуть приглушенной.
А когда вы его снимаете, ощущаете то, чего, возможно, не чувствовали годы – легкость. Это новый баланс, спокойствие ума, чистый поток, открытое пространство, где благословения умножаются без утечек через трещины. Как только долг ушел, та же дисциплина, что освободила вас, становится фундаментом будущего роста. Вы больше не гонитесь за доходом, чтобы покрывать потери, вы ищете приращение ради наследия. Происходит сдвиг от импульсивного тратчика к хранителю капитала. От того, кто съедает наследие, к тому, кто кормит его, растит и бережет как стадо. Сделаем это осязаемым, ибо божественная мудрость – это примененная истина. Начните с самых дорогих долгов – кредитки, потребительские займы, быстрые деньги под высокий процент. Закрывайте их первыми. Сделайте это приоритетом прежде любой инвестиции. Может показаться медленным, но это святое дело. Это дело возвращения владычества. Затем оцените крупные долги, ипотеку, долгосрочное финансирование. Некоторые из них допустимо держать, особенно при низкой ставке и если капитал под вашим управлением способен приносить выше. Но делайте это сознательно, не эмоционально. Каждое решение фильтруйте через завет мира. Если долг вызывает постоянную тревогу, даже математически приемлемый, закрывайте. Духовный мир дороже процента. Каждый платеж, каждый акт ответственности – молитва восстановления. Он говорит небу: «Я чту данное». Я выбираю порядок вместо импульса. Попечение вместо спектакля. И этот выбор замечается. Бог благословляет тех, кто наводит порядок в благословениях. Ибо божественное изобилие не множится в хаосе, а оно множится в структуре. И помните посаженные прежде семена – тишина, структура, дисциплина. Здесь мы применяем их внутри. Вы воздвигли стены рассудительности вокруг богатства, теперь очистите двор от того, что его истощает. Крепость вашего процветания должна не только стоять высотой, она должна быть чистой внутри. Ибо даже самая крепкая структура рухнет, если сердце внутри беспорядочно. Долг больше, чем математика. Это психология, эмоция, привычка. Он тренирует зависеть от завтра, искать комфорт до готовности. Он тупит инстинкт терпения, ту самую добродетель, через которую созревает богатство. Потому долг – невидимая болезнь современного изобилия. Он прячется под комфортом, маскируется удобством, льстит желанием, отравляя будущее. Побеждая долг, вы освобождаете не только финансы, вы освобождаете душу. Вы возвращаете власть над судьбой. Вы больше не молитесь из давления, а из мира. Вы больше не просите Бога спасти от хаоса, вы благодарите за науку дисциплины. В этом истинный смысл божественного процветания, свобода и от излишества, и от рабства. Таков путь преображения, возвращения к священному порядку. Вы идете от хаоса к ясности, от реакции к намерению, от потребителя к хранителю. Вы учитесь, что стадо богатства не забивают ради пира, а кормят ради будущего урожая. Мудрый пастырь не режет овец, чтобы поесть сегодня. Он пасет их, чтобы дети ели поколениями. Так и вы. Охраняйте доход, что кормит вас, вместо того, чтобы пожирать капитал, что определяет вас. Для православной души этот процесс отзывается глубже финансов. Это аскеза в движении. Экономия становится молитвой. Благоразумие – поклонением. Вы практикуете духовное воздержание через финансовую мудрость. Сберечь прежде умножить – значит ходить в божественном порядке. Это та же дисциплина, что у монахов в посте, примененная к богатству, отказ от импульса, рождающий ясность, благодарность и силу.
Поймите ясно, Бог не призывает жить бедно, Он призывает жить чисто. Чистота – не отсутствие богатства, а правильное отношение к нему. Ничего не быть должным, жить в равновесии, управлять домом в мире – это святость, выраженная в попечении. Очищая долги, вы платите не цифры, вы восстанавливаете гармонию. Вы выравниваете финансы с небесным ритмом. Дисбаланс исправлен, поток восстановлен, сосуд цельный. Теперь ваше богатство может дышать, расти и служить без веса невидимых цепей. И все же, даже при высоких стенах и чистом дворе остается древнее искушение, разрушившее больше империй, чем долг. Оно тонко, соблазнительно и маскируется праздником. Оно шепчет: «Теперь у тебя достаточно. Наслаждайся. Трать самую суть. Пируй на капитале». Это старейшее искушение – съесть главное. И туда мы теперь идем, к сердцу воздержания, к дисциплине, отделяющей тех, кто остается, от тех, кто исчезает. Потому что только научившись охранять капитал, вы сделаете изобилие вечным. Ваш капитал – ваше царство. Это священная земля, на которой стоит ваше будущее. Вам не дано выколачивать ее до истощения, вам дано жить с ее краев, с ее плода, с ее дохода. Капитал, почва, доход, урожай. Мудрый князь не ест свою землю, он питается тем, что она приносит. Поняв этот божественный порядок, вы начинаете управлять не только финансами, но временем, целью, миром. Считайте свободу рассудительно. Возьмите желаемый годовой доход и умножьте на 25. Это ваш невидимый трон, число, означающее независимость, суверенитет и мир. Это не фетиш статуса, это метрика устойчивости. Число свободы не о тщеславии, а о суверенитете. Оно показывает, сколько земли нужно вашему царству, чтобы стоять, не рушась, сколько капитала нужно, чтобы жизнь продолжалась без зависимости и страха. Здесь откровение становится структурой. То благословение, что казалось удачей, становится заветом порядка. Капитал не для показа, а для управления. Урожай – ваш насущный хлеб, капитал – семя вечности. Живите с краев, никогда из сердца. Потому что, коснувшись сердца капитала, вы протыкаете сам орган, поддерживающий изобилие. Вспомните, с чего начали предупреждение, что благословение может стать казнью. Теперь та же истина на высоте. Благословение остается благословением лишь пока капитал цел. Когда вы съедаете основание, вы обращаете чудо в мираж. Но живя с дохода, вы храните завет. Вы временную удачу превращаете в постоянное наследие. Здесь дисциплина встречает божественный разум. Труд держит дух трезвым, жизнь с дохода держит ум ясным. Когда работа ради смысла, а не выживания, когда усилие питает призвание, а не панику, вы живете князем своей судьбы, а не пленником. Мир постоянно искушает к потреблению, тратить быстрее, показывать больше, жить шире. Но всякий мудрый правитель знает, богатство, которое выставлено, уже разлагается. Богатство, которое хранится в тишине, длится. Вспомните семьи, что быстро разбогатели и столь же быстро пали. Их истории повторяются. Особняк, импортные машины, бесконечные путешествия, учеба за границей – символы победы сначала. Но скоро цифры переворачиваются. Содержание пожирает доход, образ заменяет сущность. По одному активу уходит, недвижимость выставляется, долги тихо растут. То, что было царством, становится воспоминанием. Потому что они ели не плод, а корень. Они жили из сердца капитала, пока сердце не остановилось. Сопоставьте с мудрой семьей, выбравшей путь тише.
Они живут комфортно, но не чрезмерно. Их богатство растет тихо, капитал не тронут, и потомки наследуют не только деньги, но и мудрость. Они понимают, секрет процветания не в том, сколько зарабатываешь, а в том, сколько длится то, что имеешь. Каждая трата соотносится с одним священным вопросом. Это охраняет царство или истощает его. Решение жить на доход не просто финансово, это духовно. Требует терпения, смирения и видения. Это принятие, что вы здесь не чтобы сжигать благословения, а чтобы расширять их. Править изобилием, как священным доверием. Управлять потоком с благоговением. Цель этого принципа проста – жить спокойно и полезно. Вы не для погони за каждым прихотью, вы для ритма мира. Когда доход капитала покрывает жизнь, вы получаете больше, чем роскошь, свободу. Вы просыпаетесь, зная, ваше выживание не зависит от милости другого или от капризов рынка. Сердце спокойно, молитвы глубже, призвание яснее. Препятствий много, желания, сравнения, нужда доказать успех – все шепчет. Мир скажет тратить, апгрейдить, мерить достоинство вещами. Но помните, как только статус диктует решение, вы перестаете править. Вы становитесь слугой образа, рабом признания. Князь мудрости живет не чтобы впечатлять, а чтобы сохранять. Его радость в управлении, а не в показе. Сделайте решение, бюджетируйте жизнь в границах дохода. Пусть доход будет вашим пастбищем, а капитал – святилищем. Если доход позволяет жить комфортно, благодарите. Если скромно, благодарите тем более. Важно не масштаб образа жизни, а постоянство мира. Когда жизнь калибрована границами дохода, вы гарантируете, что царство не иссякнет. Плод этой дисциплины – божественен, вечный капитал, свободное время, миссия и наследие. Вы выкупаете время, единственную валюту, что не воспроизводится. Возвращаете часы, проданные тревоги и изнеможению. Находите место для веры, молитвы, служения. Вы направляете силы не на лихорадочную погоню за больше, а на расширение смысла. Богатство перестает командовать, становится инструментом. Вообразите вашу жизнь как великий виноградник. Почва, капитал, плод, доход. Если вырывать лозу, чтобы жевать корни, вы губите завтрашний урожай. Но если хранить виноградник, обрезать, защищать и собирать вовремя, он будет кормить всегда. Так и Божий замысел об изобилии. Верный управитель бережет источник, живя от перелива. Этот принцип не об ограничении, а о ритме. Живя с дохода, вы позволяете времени работать на вас. Вы превращаете терпение в силу сложного процента. Вы выравниваете жизнь с тихой математикой Божьего творения. Посей, жди, пожни, повтори. Мир тратит семя и зовет это богатством. Мудрые сеют семя и зовут это наследием. Вы заметите чудо, живя так. Исчезнет тревога. Углубится сон. Замедлятся выборы. Ибо финансовый мир не отсутствие желаний, а владычество над ними. Когда нужды покрываются доходом, сердце отлипает от потребления. Вы жаждете уже не вещей, а смысла. Вы живете не для видимости, а для согласия с призванием. И вот возлюбленная душа, полный круг божественного процветания. Благословение, способное стать казнью, стало долговечностью. Чудо, грозившее поглотить, стало системой, что поддерживает. Вы больше не случайно нашедший богатство, вы управляете им, круг замкнулся, от удачи к порядку, от благословения к завету, от чуда к наследию. И все же остается последний вызов.
Когда доход уже кормит вас, встает вопрос, как рассвет после тишины, как умножать этот мир, не потеряв его. Как расширять царство, не пробуждая шум и не нарушая тишину, что его охраняет. Это вопрос финальной главы. Искусство управлять портфелем, как управляют державой, спокойно, мудро, верно. Ибо истинное мастерство богатства не в зарабатывании большего, а в умножении без потери мира. И вам надлежит поступить так же. Видеть портфель не как цифры, а как архитектуру, невидимую крепость, что кормит всегда. Каждый элемент должен служить цели, а всякая цель – целому. Так отражается божественный порядок в экономике, слияние духа и структуры. И когда система стоит прочно, когда крепость дает ровный доход и безопасность, помните последнее – оставьте малое место для радости. Небольшой фонд удовольствия – соразмерной величине богатства. Не грех праздновать, грех обожествлять. Наслаждайтесь созданным, но не позволяйте наслаждению стать владыкой. Пусть красота и комфорт живут как слуги цели, а не тираны внимания. Так живут праведно богатые, трезвая радость, не пустая роскошь. Видимость – лишь когда служит личности и миссии. Тратьте не ради взгляда, а ради укрепления того, что вы представляете. Пусть каждый жест, каждая покупка, всякая щедрость повторяет одну истину – мое богатство – инструмент божественного порядка. И вот эпилог, круг замкнулся, а путь расширился. Начали мы с боязни, что внезапное богатство станет казнью. Теперь мы стоим в святилище структуры, понимая, та же удача может стать крепостью. Чудо созрело в систему, благословение стало заветом. Князь, некогда обнаженный, ныне восседает не в суете, а в равновесии. Но конец не потребление, а миссия. История богатства никогда не о том, сколько держишь, а о том, насколько мудро управляешь. Каждый реал, каждый рубль, каждый доллар, проходящий через ваши руки, несет божественное поручение – кормить, строить, благословлять. Ваша крепость не для накопительства, а для содержания, роста и передачи, как живое свидетельство, что вера и благоразумие могут сосуществовать в изобилии. Действуйте благоразумно. Стройте крепость. Охраняйте ее. Умножайте так, чтобы мир так и не узнал, где покоится ваша корона. И все же остается один вопрос, последнее приглашение, невысказанное, но живое. Что насчет тех, у кого еще нет царства? Тех, кто желает начать с нуля и построить все одним дисциплинированным шагом за раз? Этот путь существует, и начинается он с веры и порядка, того же фундамента, на котором воздвигаются все долговечные царства. Следующий этап готов для тех, кто хочет начать с нуля и построить все терпением. Вы уже знаете, где его найти.